Оренбургский аэропорт в канун Рождества напоминал растревоженный муравейник. Люди, закутанные в тяжелые пуховики и шарфы, спешили укрыться от обжигающего ветра, который в ту ночь разогнался до 30-градусного мороза. Снежная крупа секла лица, а воздух, казалось, застывал в легких колючими кристаллами. У центрального входа стояла пара. Мужчина нервно поглядывал на часы. Женщина прижимала к себе кожаную сумку. Рядом с ними, доверчиво припав к ногам, сидела собака. Крупная, статная, с мягкой шерстью цвета топленого молока, очень похожая на лабрадора. Она преданно смотрела на хозяина, ожидая команды. «Быстрее! Регистрация заканчивается», — бросил мужчина. Он наклонился к собаке, но не для того, чтобы обнять на прощание. Его пальцы привычным жестом расстегнули пряжку ошейника. Кожаная полоска скользнула в карман куртки. Собака вильнула хвостом, решив, что это начало какой-то новой, веселой игры. «Жди здесь», — коротко приказал он. Они вошли внутрь. Стеклянные автоматические двери с шипением разъехались и тут же сомкнулись, отсекая тепло зала ожидания от арктической стужи улицы. Собака осталась стоять на бетонном крыльце. Она проводила их взглядом через стекло, видя, как их силуэты растворяются в толпе у стоек регистрации на рейс до Москвы. Прошел час, потом второй. Самолет, взревев двигателями, разрезал ночное небо, унося тех, кого она считала своей стаей, в другую, теплую жизнь. А собака продолжала стоять. Мороз крепчал. Каждые несколько минут двери открывались, выпуская новую порцию пассажиров. Собака вздрагивала, вытягивала шею и заглядывала в каждое лицо. Она искала знакомые черты, тот самый запах, те самые руки. Но люди проходили мимо, пряча носы в воротники и искренне удивляясь. «Надо же, какая красивая!» И одна в такой холод. Марина, сотрудница аэровокзала, наблюдала за этой сценой из окна второго этажа. Сердце у нее сжималось. За годы работы она видела многое, но к такому привыкнуть было невозможно. «Опять?» — тихо прошептала она, обращаясь к коллеге. «Третий раз за мою смену за последние пару лет. Люди просто оставляют их, как ненужный багаж, который не прошел по весу». Марина вышла на крыльцо в перерыве. Собака уже не стояла. Она лежала, свернувшись плотным клубком на ледяном кафеле, пытаясь сохранить остатки тепла. Шерсть на ее боках подернулась инеем. Когда Марина подошла ближе, собака подняла голову. В ее глазах не было злости, только бесконечная, тихая тоска и вопрос. Почему они не выходят? Маленькая моя, они не вернутся. Марина протянула кусочек бутерброда, но собака даже не понюхала еду. Она продолжала смотреть на двери. Марина понимала, если животное останется здесь до утра, оно просто замерзнет. Мороз давил так, что даже птицы падали на лету. Она достала телефон и сделала несколько снимков. «Срочно! Брошено в аэропорту Оренбурга, хозяева улетели в Москву!» Полетело сообщение по волонтерским чатам и соцсетям. Наталья увидела пост уже поздно вечером. Она листала ленту, сидя в уютной квартире, пока ее кот лениво подтягивался на диване. Фотография собаки на фоне серых плит аэропорта ударила ее в самое сердце. «Я не смогу уснуть, зная, что она там», — сказала она мужу. «Там 30 градусов. Она же живая». Муж вздохнул. Они никогда не брали животных на передержку, их кот был единоличным хозяином дома, а работа обоих требовала постоянного присутствия в офисе. Но спорить не стал, он знал этот взгляд жены. Наталья схватила ключи от машины и поехала в аэропорт. Ночь была глухой и черной. Когда она подъехала к зданию, собака все еще была там. Она была настолько слаба, что едва держала голову. «Иди ко мне, хорошая». Наталья присела рядом, протягивая руку.
Собака медленно поднялась. Она сделала шаг навстречу, уткнулась холодным носом в ладонь Натальи, но стоило той попытаться взять ее на руки или повести к машине, как животное впало в ступор. Страх сковал ее сильнее мороза. Собака не понимала, куда ее хотят забрать от того места, где ей велели ждать. Она тихо заскулила. Звук, похожий на человеческий плач. Вскоре подъехали волонтеры с профессиональной амуницией. У них был ошейник и крепкий поводок. От голода и затянувшегося ожидания собака почти не сопротивлялась. Когда волонтер подхватил ее на руки, чтобы занести в теплую машину, она лишь тяжело вздохнула и закрыла глаза. «Я назову ее Белкой», — тихо сказала Наталья, глядя на светлую шерсть своей новой подопечной. Уж очень она похожа на первый зимний снег. Дома все оказалось непросто. Кот Натальи, увидев гостью, превратился в меховой шар с шипением, а Белка просто забилась в угол коридора. Она не ела. К миске с ароматной кашей и мясом она даже не прикоснулась. Всю первую ночь она просто лежала, глядя в пустоту, и вздрагивала от каждого звука в подъезде. Вдруг это они вернулись? «Она плачет», — шепнула Наталья мужу в темноте. «Слышишь? Она не лает. Она именно плачет». На следующее утро произошло маленькое чудо. Когда Наталья подошла к ней с поводком, Белка не отстранилась. Она позволила надеть на себя петлю доверия и впервые за сутки съела несколько кусочков корма с руки. Это был первый шаг. Тем временем история в соцсетях набрала обороты. Сотни репостов, тысячи гневных комментариев в адрес бывших хозяев. И вдруг новость. «Наташа, мне позвонили из администрации аэропорта», — сообщила волонтер. «Хозяева объявились. Они увидели пост. Сказали, что обстоятельства сложились так, что взять с собой не могли, и попросили твой номер телефона». Наталья замерла. Сердце колотилось. Она ждала этого звонка весь день. Она готовила гневную речь, готовила вопросы, хотела услышать хоть какое-то оправдание. Но телефон молчал. Час за часом, день за днем. Хозяева Белки, узнав, что собака в безопасности, в добрых руках, видимо, решили, что их миссия выполнена. Никто не позвонил. Никто не спросил, как она перенесла ту страшную ночь. Не нужны ли деньги на корм или ветеринара. Они просто вычеркнули ее из своей московской жизни, как старый диван, оставленный у подъезда. Белка постепенно начала оттаивать. Она научилась ладить с котом. Поняла, что рука человека может не только снимать ошейник, но и ласково чесать за ухом. Она стала встречать Наталью с работы, виляя хвостом. Но над ними висела тяжелая реальность. Наталья могла держать Белку лишь пару недель. «Я не могу ее оставить навсегда», — с горечью признавалась она волонтерам. «Работа, маленькая квартира, свой кот. Ей нужен настоящий дом, где ее больше никогда не бросят на морозе». История Белки — это не просто рассказ о собаке. Это история о том, как легко одни люди сбрасывают с себя ответственность, и как трудно другим эту ответственность подбирать и нести. Белка все еще иногда подходит к входной двери и замирает, прислушиваясь к звукам лифта. Она все еще ждет. Но теперь в ее глазах рядом с печалью поселилась искра надежды. Ведь если мир не без добрых людей, то где-то там, среди тысяч огней города, обязательно найдется тот, кто наденет на нее ошейник не для того, чтобы бросить, а для того, чтобы больше никогда не отпускать.